Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие! Девочки, продолжаем работать с нашей выкройкой. Это выкройка, которую мы сделали в прошлом видео. Я сегодня буду шить сумочку по этой выкройке вот с этим фермуаром. Мне не очень хорошо подходит цвет ручек. Я попытаюсь сделать из синего кожезаменителя. Такие же ручки, если получится, они хорошо, я их поменяю. Если не получится, я оставлю вот эти черные. Ну, сейчас речь у нас идет не о фермуаре, а о сумочке, о выкройке. Я вам говорила, что я буду шить сумку из бархата. В данном случае вот такой синий бархат. На камере он передается неправильно, то есть цвет более светлый. На самом деле это насыщенный синий цвет, темный. И также я буду комбинировать этот бархат с платочком испанский. То есть платок синего цвета. Я хочу сделать следующим образом. Одну половину из платка, и вторую половину из бархата. Боковые вставки будут тоже из бархата. Поэтому я разложила свою выкройку сейчас так, что у меня вот сама сумочка и плюс дно. То есть я буду делать дно и сторону из бархата. Разумеется, выкройка у нас сделана без припусков на швы. И в том случае, когда мы делаем из различных материалов, либо мы делаем со швом на дне, если нам не позволяет рисунок ткани, выложить выкройку так, чтобы получилась одна деталь, мы делаем припуски на швы. В данном случае у меня с одной стороны припусков не нужно делать, то есть у меня сторона переходит в дно. Но со второй стороны, где будет пришиваться платочек, мне нужно сделать припуск на шов 1 сантиметр. По бокам то же самое, 1 сантиметр. Вверху я ничего не меняю. Я вам уже говорила, девочки, что я верх не зашиваю, как делают некоторые девочки, то есть сшиваются сумка и подкладка с изнанки, затем через отверстие в подкладке все выворачивается, и у нас как бы зашитый шов. Я этого не делаю. Это слишком толсто получается. Кроить я буду бархат, разложив его так, что у меня направление ворса вверх идет. Я как-то пыталась сшить, чтобы направление ворса было вниз, но мне девочки-мастерицы написали, что правильно кроить, когда ворс идет вверх, то есть в противоположную сторону. Поэтому буду кроить так, хотя из бархата можно кроить, конечно, девочки, особенно для сумок, в принципе, в любом направлении, смотря какой эффект вы хотите получить. Например, если вы делаете ворс вверх, то у вас цвет как бы более светлый бархата. Если наоборот ворс вниз, то бархат становится более темным. Я вам уже показывала сумочку, сшитую из бархата, где сумочка была раскроена одним целым, одной деталью. То есть получалось, с одной стороны ворс был вверх, с другой стороны ворс был вниз. И на этом бархате были еще как бы жаккардовые цветы. И эффект от направления ворса был разный. Но правильно кроить направление ворса вверх. Итак, я сейчас раскрою из бархата основную деталь с дном, 2 вставки. И затем я буду кроить из платка мою вторую половину сумочки. Для этого я дублирую платочек, в данном случае тонким клеевым синтепоном. То есть это не флизелин, это синтепон, очень тоненький. Я продублирую платочек синтепоном, потому что я работаю с бархатом. И, девочки, бархат, конечно, он гораздо объемнее, чем платочек. Поэтому я хотела бы придать платку немного объема. И затем, когда платок сошьется по стороне с сумочкой, припуск на припуске вот этот синтепон нужно будет вырезать.
чтобы шов был более плоский. Итак, девочки, платочек продублирован тонким синтепоном, вы это видели. Я буду использовать центральную часть, так как у меня только одна сторона с платком. Поэтому я могу, в принципе, выбрать любой рисунок. Также я буду использовать кедр. Еще раз покажу, девочки, что это такое. Кедр, посмотрите, пожалуйста. Это косая бейка, в которую вшит шнурочек. Вот видите, косая бейка и внутри шнурочек. В данном случае можно использовать несколько цветов кедра. Можно выбрать вот такой баклажановый, он подходит к цвету на платке. Можно выбрать также синий, он тоже хорошо гармонирует с платочком. Я обсужу с девочкой, которая заказала сумочку, какой кедр ей больше нравится. И затем буду его использовать. Еще один нюанс, девочки. У кедра есть тоже как бы лицевая сторона и изнаночная. Я говорю сейчас о магазинах. Вот посмотрите, на изнанке такие как бы толстые петли. Это изнаночная сторона. А простая строчка – это лицевая сторона. И вот когда мы будем пришивать, вот представьте, ну давайте я вам возьму сейчас вставку. Вот у нас вставочка, да? Пришивать мы должны лицевой стороной вверх, не изнаночной, лицевой. Вот таким вот образом. Ну, разумеется, удобнее тогда начинать вот с этой стороны. То есть вверху обычная строчка, тоненькая, не вот эти вот толстые петли. Если вы кедр делаете сами, то тогда не играет роли, какая сторона. Вот таким образом мы пришиваем. Теперь о том, как нам раскроить правильно элемент платка. Для этого, девочки, я уже давно делаю следующим образом. Вот посмотрите, у меня сейчас выкройка половина сумочки. Дно мне не нужно. Мне нужна только вот эта часть сумки. Для того, чтобы хорошо выбрать элемент платка, чтобы у нас со всех сторон были одинаковые рисунки, то есть как бы центральная линия, и от нее с обеих сторон одинаковый рисунок. Я использую вот такую прозрачную пленку. Я просто кладу на нужный мне элемент эту пленку, обрисовываю толстым фломастером, чтобы виден был рант. И затем вырезаю, оставляя вот эту черную линию на пленке. И тогда с этой пленочкой вы видите силуэт сумки, вы начинаете там ходить, искать по платочку, какой элемент вам больше нравится. Также вы можете нарисовать на этой пленке центральную линию, чтобы все ровно выложить. Сейчас я сделаю выкройку моей второй половины сумочки и затем начну уже пошив. Смотрите, девочки, вот моя пленка с контуром моей выкройки, и я с этой пленочкой могу выбрать нужный мне рисунок платка. Я поставила метки средней линии вверху и внизу. Вот видите, одна и вторая. То есть я могу выкладывать эти меточки по центру рисунка и смотреть, какой кусочек я выбрала, нравится ли мне он, подходят ли мне все цвета, подходит ли мне рисунок и так далее, и так далее. И вот я с ним хожу по своему платочку и выбираю то, что мне нужно. Вот я выбрала кусочек, который мне нравится, совмещая свои центры, центральные точки с рисунком платка. Теперь я прижимаю свою пленку, чтобы она у меня не сместилась. И прямо поверху платка
я буду обрисовывать контур. Сейчас я все это вырежу, и мы будем работать дальше. Смотрите, пожалуйста, я наживила свою сумку вместе с поролоном. Видите? Можно также пройти по дну, то есть середину дна найти и пройти по ней ниточкой, чтобы нам было удобнее работать. Я наметила пока булавочками места середины дна, а на боковых вставках я сделала надсечки. Девочки, сейчас я также наживила сначала бархат вместе с поролоном, то есть я их сметала. И затем я приметала кедр. Как пришить правильно кедр? Очень просто, девочки. Очень хорошо работать с кедром, с магазином, у которого вот это вот расстояние, вот видите, до шнурочка, вот эта вот часть, равна 1 сантиметру. То есть это как раз наши припуски на швы, нам не нужно ничего измерять, все получается очень замечательно. Мы начинаем отмерять наш кедр от верха нашей вставки, но сантиметра 3 мы оставляем не пришитыми, ну 2-3 сантиметра. Пришиваем полностью вручную по нашему периметру детали. На углах мы делаем надсечки, чтобы кедр хорошо лег. И затем вверху мы делаем тоже надсечку сначала вот так, и затем вырезаем уголок. Все это должно быть на одинаковом расстоянии, на всех деталях. Затем в уголок высеченный мы втыкаем иголочку и, придерживая пришитый кедр, вот этот хвостик заворачиваем, держа вот эту иголочку. Тогда у нас всегда все будет на одинаковом расстоянии. Закрепляем хорошо здесь. Видите, много стежков я делаю, чтобы все крепко держалось, когда будет сшиваться. Теперь, когда мы собрали все это вручную, мы начинаем собирать сумку. Для этого место надсечки на нашей вставке мы соединяем с серединой нашего дна. В данном случае у меня булавочка. Соединяем так, чтобы все было очень ровно. То есть весь запас ваших тканей совпадал. Соединяем. Я обычно работаю в таком случае вот при помощи вот таких вот прищепочек. Соединяем. И теперь сначала в одну сторону мы выкладываем нашу вставочку, аккуратно соединяя ее с основной сумочкой. Девочки, следите еще за тем, что вот этот вот кедр, вот эти хвостики, частенько пытается завернуться и вылезти в шов, поэтому очень аккуратно складываем. Выкладываем все это, проверяя наш кедр. Делаем сначала в одну сторону, собираем. Ну, я вам сейчас примерно просто сделаю. Собрали в одну сторону.
И затем делаем то же самое в другую сторону. Потом работаем со второй стороной нашей сумочки. Делаем то же самое. И затем мы вручную сшиваем все это. Когда мы сошьем вручную, мы можем вывернуть сумочку, посмотреть, нет ли у нас вот этих вот хвостиков кедра, которые завернулись в обратную сторону и выглядывают из шва. То есть мы проверяем, как все сидит, мы проверяем наши уголки верхние, все ли совпадает. Если все нам понравилось, то мы начинаем шить на швейной машине нашу сумочку. Для того, чтобы шить эти детали, я использую лапку для молнии. То есть лапка двигается, ее можно сдвинуть в любую сторону, в ту, которую нам нужно. И лапка хорошо прижимается к нашему кедру, который у нас как бы здесь прощупывается. Девочки, еще один нюанс. Девочки, когда вы работаете с бархатом, всегда используйте кедр. Потому что если шить бархат на бархат, всегда ткань пытается удрать. То есть вы понимаете, что за счет ворса происходит движение. И, например, у меня всегда получается какая-то косина. Поэтому используйте кедр. Он разделяет слои бархата, и работать тогда намного легче. Теперь еще один нюанс по поводу того, как мы пришили. У меня пришито вручную, я пришила очень крепко. Я не буду сейчас строчить на машине. Но вообще вы сначала вот этот кедр, после того, как вы пришили вручную, пришиваете его на швейной машине лапкой для пришивания молний. Или у кого есть там для шнурочков специальные. Когда вы соберете вашу сумку с боковыми деталями, пришивать, собирать сумку мы будем вот по этому шву, который у нас получился от пришивания кедра. Работаем вот с этой стороны, не сшиваем со стороны сумки, ни в коем случае. Работаем по вот этому шву. И теперь обратите внимание, вот у меня идет шов, где пришит кедр, вот внутри. Когда мы будем собирать сумку, постарайтесь сдвинуть иголочку так, чтобы зайти немножечко подальше вовнутрь, чтобы мы перекрыли вот этот первый шов новым швом. Тогда у вас кедр притянется гораздо лучше, у вас нигде не будет выглядывать первый шов. И в итоге, когда вы пришьете, у вас получится вот так. Вот видите, очень аккуратно. Будет выглядывать только шнурочек. Девочки, если у кого-то получится вот так, что видно там где-то швы, вручную прометайте еще раз эти места. Это не страшно, абсолютно нет. Прометайте, заходя, опять же, еще дальше на вот эту вставочку. Проверьте наметные вручную швы еще раз. Если все хорошо, прошейте второй раз, прошейте третий раз. Главное, чтобы у вас в итоге выглядывал только шнурочек. Никакие швы, даже вот этот шов, который сделан для того, чтобы вшить шнур в этот кант, чтобы ничего не выглядывало, чтобы был один шнурочек. Вот так. Поэтому всегда, пожалуйста, проверяйте ваши швы. Не должно быть видно ничего, кроме вот этой вот веревочки. Итак, работаем дальше. Когда мы соберем сумочку, мы примемся за подкладку. Я уже не буду показывать, как я соберу сумочку. Вы увидите это в следующей части, когда мы будем шить подкладку. Я вам покажу сумочку, то, что я сделала, покажу вам все швы, и затем мы будем кроить и шить подкладку. А сейчас я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Заходите на следующее, буду ждать. Ну а теперь всем пока!